Патриот и человек тончайшего вкуса. Джон Джейкоб Астер. У меня есть план. Стейнвей и сыновья. Генри Стейнвей. Это от моих старших братьев из Америки. Он принесет тебе удачу. Левай Стросс. Новый продукт, который мы сделали сами, томатный кетчуп. Генри Джойн Хайнц. Единственное, в чем я виноват, это в создании успешной компании. Авиация — это будущее. Уильям Боинг. Первые миллионеры. Это история невероятного успеха. Приключения немца в Америке, человека, основавшего транснациональную компанию. Это история семьи, ознаменованная горькими испытаниями и невзгодами и преисполненная небывалым успехом. Это осуществившаяся американская мечта. Уильям Эдвард Боинг, ас самолетостроения. Здание компании «Боинг» недалеко от Сиэтла. Ежегодно здесь выпускается около 400 пассажирских лайнеров, которые обеспечивают оборот в $1 миллиард. Меньше 100 лет назад все начиналось гораздо скромнее. Летом 1889 года маленький Вильгельм Боинг не мог и представить, что когда-то он будет руководить крупнейшей авиакомпанией в мире. Для Вильгельма жизнь была раем на земле. 20 лет назад его отец эмигрировал из Германии в США и разбогател всего за несколько лет. Его отец все схватывал на лету. Просто удивительно, что, приехав в эту страну, он смог добиться такого успеха всего за 20 с небольшим лет. Уильям Эдвард Боинг-младший, сын основателя компании. Сматываем вот так, отлично. Пальцами держи вот здесь, чтобы леска не запуталась. Сын восхищается отцом и всю жизнь считает его примером для подражания. Но внезапно в этот идеальный мир вторгается беда. К сожалению, он умер от гриппа, 41 год. Конечно, потерять отца в таком раннем возрасте было очень тяжело для семьи. Для Вильгельма жизнь становится еще труднее, когда его мать выходит замуж во второй раз. Мальчик замыкается в себе и открыто отказывается признавать своего отчима. Отчимы и пасынки не всегда могут сразу найти общий язык. Возможно, приемному отцу показалось, что в жизни маленького Вильгельма не хватает дисциплины, поэтому вскоре его отправили в школу. Маленькому Вильгельму Боингу недавно исполнилось 13, и он готовится к путешествию в неизведанное. С тех пор, как 5 лет назад умер его отец, мальчик стал очень замкнутым. Для новой семьи он стал помехой. Мать не видит иного выхода, как отправить его в далекую Европу. Пребывание в швейцарском интернате на Женевском озере должно научить его хорошим манерам. За 1000 миль от дома маленький Вильгельм учится быть самостоятельным.
Можно представить, каким важным событием для мальчика из Детройта было в то время путешествие в Швейцарию. Но он, несомненно справился. Десятки тысяч людей прошли через это и выжили. В случае с Боингом было бы удивительно, если бы этот опыт не сделал его самодостаточным и сильным человеком. В конце концов, ему пришлось иметь дело с чужой культурой и иностранным языком, точнее, с несколькими языками. Это ведь Швейцария. Спустя много лет Вильгельм Бёинг наконец вновь видит на горизонте статую свободы. Трудные годы в школе-интернате остались позади. Вильгельм, уже ставший юношей, какое-то время наслаждается городской жизнью. Но вскоре возвращается к серьезным делам. Живя у своего дяди Руди, он готовится к поступлению в университет. Он поступает в Йельский университет, традиционный выбор высшего света восточного побережья. Ну и где же ты был вчера ночью? Опять у Пэтси? Не скажу. Она красивая? Это точно. Благодаря колоссальному успеху своего отца, Вильгельм является представителем высших слоев общества. Я тебе отомщу за это, скоро приду, увидимся в аудитории. Элитный университет становится его новым домом. После долгих лет одиночества и деспотизма в швейцарском интернате Вильгельм четко осознал, что он американец. Он пишет свое имя как Уильям Боинг, в отличие от своего отца Вильгельма Бёинга. Хоенлимбург, неподалеку от Хагена, в Зауэрланде. Здесь в 1846 году родился отец Уильяма, Вильгельм Бёинг. И здесь, в этом идиллическом местечке, он решил эмигрировать в США. Решение уехать в другую страну вряд ли было обусловлено бедностью, ведь Вильгельм происходил из уважаемой семьи коммерсантов и промышленников. Специалист по истории семьи Бёингов Вильгельм Бляйхер собирает данные. Он надеется обнаружить что-нибудь на старом кладбище. Бёинги были новаторами. На протяжении 4 или 5 поколений они оставались лидерами на рынке металлопромышленности в Хоенлимбурге. Историк действительно делает удивительную находку. Здесь видно имя Вильгельма Бёинга. Судя по датам, можно точно сказать, что это могила родителей Бёинга-эмигранта. Они были не в восторге от желания их сына Вильгельма уехать из страны. Родители отказали ему в поддержке. Отец не дал ему денег, и ему пришлось искать их в другом месте. Единственный человек, к кому он мог обратиться, была его сестра. Из американских источников известно, что он прибыл в Мичиган практически без гроша в кармане. Почему Вильгельм Бёинг отправился в такое трудное путешествие в свои 22 года, так и остается загадкой. Отчаянно нуждаясь в деньгах, сын коммерсанта начинает работать на ферме. Вильгельм слишком горд, чтобы просить денег у отца, тем не менее, он не теряет связи с родными. Эти письма говорят о том, что хотя отец был не рад отъезду сына из Германии, их дружба вскоре наладилась. Многие письма звучат совсем как современные, в них те же проблемы. То погода плохая, то охота неудачная, то налоги высокие, все так же, как сейчас. В то время Мичиган был настоящей страной Эльдорадо для торговцев лесом. И Вильгельм, теперь работающий на лесопильне, понимает, что для него складывается благоприятная ситуация. Он откладывает каждый цент, чтобы тоже влиться в преуспевающую отрасль.
Вильгельм Бёинг приехал во время значительного расширения границ на запад. Многие лесные магнаты перебрались в Мичиган, увидев перспективы развития западного рынка. Наблюдалось снижение спроса на древесину на востоке и колоссальный подъем торговли на западе. Он просто оказался в нужное время, в нужном месте, и ему очень-очень повезло. Архивы публичной библиотеки Детройта. Джереми Киллар, специалист по истории иммиграции в Мичигане, надеется найти здесь ответ на вопрос о том, какой была жизнь Вильгельма Бёинга в новом свете. В старом регистрационном журнале адресов Детройта, к своему удивлению, он находит дом Бёинга. Уже в 1875 году, всего через 7 лет после прибытия сюда, Вильгельм Бёинг уже живет в роскошном доме в самом престижном районе. Я думаю, немецкое образование Бёинга помогло ему в Америке. Благодаря ему он сумел завести нужные связи, которые впоследствии оказались полезными. Кроме того, он, несомненно, использовал семейный опыт. Любой кусок дерева, который он покупал, ему всегда удавалось продать в 2 раза дороже. Сейчас в нашей стране такое невозможно, но, очевидно, тогда он знал какой-то секрет. Вильгельм Бёинг умен. Он не только скупает и перерабатывает лес, но и приобретает право на добычу полезных ископаемых. Во время пробных подрывных работ обнаруживается сенсационная находка – токанит, ценная железная руда. В те дни обнаружение руды было настоящим событием. Он называл в честь токанита лошадей и даже собак. Это приносило ему удачу, было его счастливым талисманом. В архивах публичной библиотеки Детройта специалиста по иммиграции Джереми Киллара ждали новые сюрпризы. Он находит старые фотографии семьи Боингов. Это настоящая сенсация. Скорее всего, эта фотография сделана в Германии. Это молодой Вильгельм Бёинг. Поразительно. Очень полезная находка. За год до выпуска Уильям-младший бросает Йельский университет. У него есть план – найти свой токанит. Он садится на пароход и отправляется на другой конец континента, на западное побережье. Для него, искателя приключений, это новое рискованное предприятие. Он вспоминает свои корни и все еще пытается следовать по стопам отца, человека, который умер таким молодым и которого ему так не хватает. Да. Мистер Боинг, ваш виски. Спасибо. Стюарт, когда мы прибываем в бухту Грейс завтра утром? Что-нибудь еще? Нет, спасибо. Приятного вечера. Уильям не может дождаться прибытия. Он хочет заняться деревообрабатывающим бизнесом, так же, как его отец, прошедший путь от иммигранта до миллионера. Он выглядит чрезвычайно взволнованным. Это и было очень волнующе. Только подумайте, это ведь Запад, дивный новый мир, и он собирается вступить в него. Он смотрит вперед с улыбкой в ожидании захватывающего приключения. Бесконечные горные леса на западном побережье США у подножия Олимпийских гор. Именно сюда стремится неискушенный Уильям Боинг. Все изменилось с тех пор, как его отец разбогател здесь 30 лет назад. Лесозаготовительный бизнес стал хорошо отлаженной машиной. Среди лесных магнатов чувствуется атмосфера авантюризма.
Это был настоящий дикий запад, только вместо ковбоев и коров был лес и дровосеки. Было множество баров, гостиниц и других заведений, где лесорубы могли потратить деньги, заработанные тяжелым трудом. Для него это стало настоящим шоком, он привык совсем к другой жизни. Во многом это похоже на то, что пережил Вильгельм Бёинг, впервые приехав в Мичиган как эмигрант. Для ребенка, выращенного в роскоши, учившегося в пансионе и в Йельском университете, это не могло не стать потрясением. Примерно в это же время на восточном побережье США, в тысячах миль от Уильяма Боинга, начался резкий технический прогресс. Революция, способная перевернуть мир, но пока не замеченная им. Братья Уилбер и Орвилл Райт в течение многих лет изучали летательные аппараты. 17 декабря 1903 года им, наконец, удалось совершить первый в истории человечества полет на самолете с двигателем. Это событие вскоре перевернет жизнь Уильяма Боинга. В лесах западного побережья ему фактически удалось достичь того, чего никто от него не ожидал. Вскоре он основал компанию Greenwood Timber и начал свой собственный деревообрабатывающий бизнес. Он также учредил землевладельческую компанию Boeing и Макримон. Он покупал земли и мог не только рубить на них лес, но и разрабатывать месторождения. Но срубив весь лес, компания продавала свои участки. И он очень преуспел за те несколько лет, которые провел в районе бухты Грейс. На всех фотографиях он всегда хорошо одет. Отчасти это связано с веяниями того времени, отчасти с его характером. На фотографиях он запечатлен в лесу в рабочей одежде типа плотных шерстяных бриджей, но даже на фото видно, что его вещи хорошо сшиты и что материал высокого качества. Он всегда выглядел хорошо одетым, успешным бизнесменом. В 1908 году Уильяму надоела слишком простая жизнь среди лесорубов. Он переезжает в Сиэтл, уже тогда перспективный и полный жизни город на западном побережье в заливе Пьюджет-Саунд. Как только Уильям попал в город, он сразу окунулся в его жизнь. Он вступил в университетский клуб, объединяющий выпускников колледжей, присоединился к клубу бизнесменов в Сиэтле, а позже стал членом яхт-клуба. Он наслаждался всеми изысками, которые доступны состоятельному молодому человеку в хорошо развитом городе. Он приобрел Паккард, колесил на нем по улицам Сиэтла и развлекался как мог. Боинг богатый, всего достигший холостяк. Но его жизни суждено измениться после поездки в Калифорнию на первое авиационное шоу в США. Со времен первого впечатляющего полета братьев Райт в 1903 году развитие авиации шло огромными темпами. Тысячи людей съезжались посмотреть на новый аттракцион — летающие аппараты. Полеты на самолете пока лишь развлечение для людей, уставших от жизни. Но Уильям Боинг восхищен ими и хочет сам отправиться в полет. Французский пилот по имени Пулан собирался прокатить его. К несчастью, братья Райт засудили Пулана за нарушение патента на систему управления. Он был в бешенстве. Ему это не понравилось. Полет не состоялся. Пулан покинул Лос-Анджелес раньше, чем Боинг успел прокатиться на аэроплане. Но он, несомненно, загорелся этой идеей. Tell me about your trip to Los Angeles.
Пару недель назад я посетил авиационное шоу. Это было потрясающе. Боинг возвращается в Сиэтл, захваченный мыслью о полетах. Все его разговоры вертятся вокруг авиации. В элитном университетском клубе Уильям знакомится с человеком, впоследствии сыгравшим важную роль в его жизни. Уильям Боинг. Конрад Вестерфельд, приятно познакомиться взаимно. Я много слышал о вас. Надеюсь, только хорошее. Кажется, да. Боинг жадно слушает восторженные рассказы военно-морского офицера Конрада Вестерфельда о полетах. Вы раньше летали на самолете? Я изучал аэродинамику в Массачусетском технологическом институте, так что я конструировал самолеты, правда? Хотелось бы поговорить об этом поподробнее. Я уверен, что авиация — это будущее. Вестерфельд был хорошо образованным молодым человеком с восточного побережья, офицером флота. Они вышли практически из одной среды. Боинг очень подружился с Вестерфельдом. Они обсуждают только одну тему — полеты. Два молодых человека, оба холостые, состоятельные, увлеченные авиацией, имеющие общие интересы. И в конечном итоге они совершили свой первый полет в Сиэтле. Как видите, здесь только одно пассажирское место, расположенное на передней кромке левого крыла. Ноги сидящего практически достают до воды при взлете, а это большой толкающий винт. Они весь день летали по очереди и все более увлекались полетом. Это было в 1914 году. Они смотрели на самолет и говорили себе, что могут построить аэроплан лучше этого. Так была основана компания Pacific Aero Products, которая впоследствии стала называться Boeing. Маленькая судостроительная верфь на реке, идеально подходящая для постройки гидросамолетов, стала ядром авиакомпании Boeing. Сегодня, спустя почти 100 лет, инженеры все еще работают над усовершенствованием самолетов. Новый дизайн, инновационные легкие материалы — вот задачи, стоящие перед компанией Boeing в Сиэтле. Чтобы научиться управлять такими высокотехнологичными самолетами, пилоты занимаются на авиасимуляторе. Ежедневные тренировки — непременные условия для пилота современного самолета. В 1916 году Боинг с нетерпением ждет испытательного полета своего первого самолета. Аэроплан уже стоит в ангаре, готовый к взлету. Мистер Боинг, что вы делаете? Я слишком давно жду пилота. Я полечу сам. Но, сэр, это очень опасно. На этом самолете еще никто не летал. Самолет готов. Кто-то должен полететь на нем. Это могу быть и я. 18 июня 1916 года Уильям Боинг спускает на воду свой новый самолет. Он сам садится в кабину пилота с серьезным намерением совершить свой первый полет. У отца было мало опыта. Он лишь немного летал на самолете Martin Seaplane. Сесть в совершенно новый самолет, который, по сути, построили они с Вестерфельдом, и взлететь было рискованной затеей. На озере Юнион Уильям Боинг совершает свой первый полет на собственном самолете, названном «Боинг и Вестерфельд». Удачный испытательный вылет ознаменовал начало дальнейшего развития бизнеса. На следующий день новость облетает страну. Боинг и его самолет у всех на устах. Тем временем в Европе уже 2 года, начиная с 1914-го, идет Первая мировая война. Впервые в истории в битвах участвуют самолеты. Война ускоряет технический прогресс.
Боинг видит новые возможности для сбыта самолетов, но также осознает серьезную опасность для США. Боинг верил в авиацию и был ее энтузиастом. Но кроме этого он имел патриотические чувства. Он считал, что Америка отстает в развитии. Война в Европе демонстрировала роль авиации, и эта роль становилась все более важной буквально день за днем, так как самолеты постоянно совершенствовались, и сфера их использования расширялась. Когда в 1914 году началась война, американская армия имела в своем распоряжении 55 самолетов. 55. Даже Бельгия представляла гораздо большую силу в авиации, чем Америка. Боинг хочет привлечь внимание американской армии, устроив эффектное шоу. Он пролетел над городом и скинул над ним картонные бомбы и ракеты, как бы призывая всех очнуться и понять, что следует мобилизовать свою авиацию, так как страна уязвима. Говорят, что одним из мест, куда он скинул бомбу, было футбольное поле, где проходил матч между университетами Вашингтона и Калифорнии. Я проверил, и на этом стадионе в ноябре, когда он совершал этот полет, действительно был матч. Это не выдумка. Штаб-квартира компании Boeing около Сиэтла — место, где работает историк компании Майкл Ломбарди. На этих нескончаемых металлических полках хранится многоликая история компании. Никто лучше Ломбарди не ориентируется в этих хаотически расположенных залах. Главный документ хранится в сейфе и находится под усиленной охраной. Это документ, написанный Биллом Боингом, когда он решил основать компанию. Прекрасный документ, позволяющий оценить гениальность и дальновидность Билла Боинга. Нельзя забывать, что тогда самолеты в США были всего лишь диковинкой. Никто всерьез не задумывался, зачем они нужны. А Боинг описывает в своем уставе все аспекты своего бизнеса. Он говорит об удивительных вещах, аэропортах и путешествиях на самолете, о которых люди тогда и подумать не могли. Это доказывает, что Билл Боинг действительно был гением и провидцем. Из-за войны в Европе другу Уильяма Боинга, Конраду Вестерфельду, предписано прибыть в министерство в Вашингтоне. Перед отъездом Вестерфельд сообщает Боингу важнейшие сведения. В ближайшее время военно-морские силы собираются заказать 50 тренировочных самолетов для обучения пилотов приемам ведения войны в Европе. В результате за очень короткий срок Боинг строит 2 новых вида самолетов в своей маленькой мастерской. Боинг жаждет получить этот заказ. Все свои надежды он возлагает на новые самолеты. Они готовы для отправки во Флориду, где их представят военно-морским силам. Боинг приглашает своего лучшего летчика-испытателя на совещание. 2 самолета типа Си готовы направиться в Пенсаколу, штат Флорида. Я хочу, чтобы ты был пилотом. Я готов это сделать, сэр. Я знаю. Но я должен предупредить тебя, что это будет нелегко. Я много летал на таких самолетах. Я знаю, что делать. Именно поэтому я выбрал тебя. Но это будет не похоже на полеты в Сиэтле. Там другой ветер, другие волны, погодные условия. Вы будете летать перед высшим руководством. И еще. Это правительственный заказ. 50 самолетов. 50. 50 самолетов. Если мы получим этот заказ, нашей компании будет обеспечено прекрасное будущее. Сложно переоценить важность этого мероприятия. Речь идет о будущем компании, и оно в твоих руках. Ты готов принять такой вызов? Готов, сэр. Не беспокойтесь ни о чем. За будущий бизнес и дальнейший успех. Да.
1917 году США вступают в Первую мировую войну. Пилоты и самолеты теперь нужны по другую сторону Атлантического океана. В строительном ангаре Боинга царит напряженное молчание. Все ждут результатов пробного полета, выполненного перед комиссией военно-морских сил во Флориде. Господа, я получил новости из Пенсаколы. Они пишут, что модель C великолепна. Комиссия довольна, и мы получили контракт. Теперь нам нужно за короткий срок построить 50 самолетов. Я рассчитываю на каждого из вас. За работу. Боинг получил контракт на 50 учебных самолетов для армии. Это был наш первый правительственный заказ, да и вообще первый заказ на производство. Именно с этого момента начинается история компании. Сын немецкого иммигранта получает востребованный контракт на производство самолетов, которые будут использованы в войне с Германией. Иногда рабочие Боинга работают в 3 смены, чтобы люди любой ценой выполнили заказ. Никто не сомневался в патриотизме Боинга. Но настроения людей изменились. До 1914 года американцы немецкого происхождения полностью ассимилировались обществом. Но теперь люди стали относиться к ним враждебно. В Детройте, где жил отец Боинга, проходят антинемецкие выступления. Никакого давления не было до 20 века. Оно появилось в результате Первой мировой войны. В это время немцы начали укорачивать свои фамилии, пропали многие немецкие газеты и певческие организации. Немецкий язык оказался фактически под запретом в школьной программе в некоторых городах Соединенных Штатов, особенно в Мичигане. В Детройте, где раньше была влиятельная немецкая диаспора, теперь трудно найти следы бывших эмигрантов. Однако на протяжении более 150 лет не было ни дня, чтобы не вышла издаваемая здесь немецкая газета «Nordamerikanische Wochenpost». Сегодня газета кажется пережитком прошлого. Основанная когда-то немецкими иммигрантами и призванная продвигать немецкую культуру, газета теперь похожа на тщательно оберегаемую раритетную машину. Молодежи, которая находится здесь иногда несколько лет, мы не особо интересны, так как у них есть интернет. Становится все труднее поддерживать газету на плаву. Но мы очень давно занимаемся ее выпуском и хотим, чтобы газета продолжала существовать. Ни я, ни кто-либо из наших работников не хочет стать человеком, закрывшим газету. Мы так давно знаем друг друга и так давно работаем вместе. Для нас это очень важно, хотя моя жена не всегда это понимает. Американо-немецкий культурный центр «Клуб Карпатия». Только в 30-е годы, через много лет после окончания Первой мировой войны, немецкие эмигранты осмелились выйти на свет и воскресить свои традиции. Постепенно появились новые виды клубов. Клуб устроил праздник, чтобы отметить свой 75-летний юбилей. Все немецкое сообщество Детройта, города, где жило семейство Боинга, собралось, чтобы отдать старому клубу дань уважения. Теперь снова поют немецкие песни, как, например, в швабском мужском хоре Детройта.
В ноябре 1918 года, когда закончилась Первая мировая война, страна поздравляет своих героев. В каждом большом городе в их честь проходят парады. Как и все американцы, Уильям Боинг рад, что солдаты больше не будут гибнуть на полях битвы в Европе. Но в то же время он обеспокоен, ведь в мирное время не будет военных контрактов. Боинг, как и все остальные производители самолетов, понес потери после Первой мировой войны. Их производство не было развито до войны и стало востребованным только из-за военных нужд. Теперь Боингу пришлось уволить рабочих. Худшие опасения Боинга подтвердились, и выгодных контрактов не стало. Как ему сохранить компанию на плаву? Боинг, так стремительно влившийся в авиастроительный бизнес, внезапно столкнулся с громадными финансовыми трудностями. Чем я могу помочь вам, сэр? Сэр, я работаю на вас уже целый год, а вчера я потерял работу. У меня жена и 2 маленькие дочки. Я не знаю, как быть без работы. Для компании настали тяжелые времена, правительству больше не нужны наши самолеты. Что я могу сделать? Я выдаю вам зарплаты и оплачиваю счета из своего кармана. Если бы я этого не делал, компании давно бы не существовало. Да, сэр, спасибо. Секунду. Из какого вы цеха? Из столярного цеха, сэр. Хорошо, я поговорю с вашим бригадиром. Спасибо. Спасибо, сэр. Зная, что дело возобновится когда-либо в будущем, он не хотел терять людей. Не надо забывать, что это были настоящие мастера своего дела, плотники, инженеры, когда-то нанятые им. Таких людей изначально нелегко найти, а нанять их повторно было бы еще сложнее. У Боинга было 2 пути. Он мог разориться и сказать, что ж, это было забавно, теперь я займусь чем-нибудь еще, или же он мог продолжать дело, расходуя на него свои собственные деньги. Из 370 рабочих Боинг может оставить только 30. Чтобы поддержать умирающий бизнес, он вкладывает в него сначала 90 тысяч, а потом еще 300 тысяч долларов из собственных сбережений. Уильям Боинг должен был что-то придумать. Раз люди не хотят покупать самолеты, может быть, стоит заняться чем-то другим? У него были плотники, и он любил плавать на лодке. Поэтому он попробовал производить лодки. Не оснастку, а именно лодки. Они выпускали очень хорошие водные сани, как они их называли. Эти лодки развивали приличную скорость, более 40 узлов. Естественно, скоростные лодки оснащались самолетными двигателями. В ходе испытаний они носились по водам Сиэтла с оглушительным шумом. Они построили около дюжины таких лодок и успели продать 3 из них, когда эти лодки запретили. Однако внезапно им удалось продать все остальные водные сани буквально за 1 день, причем за наличные. Предполагают, что водные сани были удобны для перевозки контрабанды из Пьюджет-Саунда в Канаду, где запрета на их использование не было, так что Боинг внес свой вклад в развитие контрабанды в этом регионе. Но лодки были хорошие. Боинг поддерживает компанию на плаву, берясь даже за самые мелкие заказы. Он надеется, что для авиастроения скоро настанут лучшие времена. Один рабочий спросил моего отца о его прогнозах на будущее. Отец ответил: наши дела наладятся к лету, и мы не будем оглядываться назад. И действительно, к лету дела пошли в гору, и больше не пришлось оглядываться назад. Доброе утро, Эдди. Доброе утро, мистер Боинг. Все готово, Эдди. Модель Си готова к взлету, заправлена и проверена. Куда мы летим? Мы летим в Ванкувер. Куда? Серьезно? Зачем? Забрать почту.
В том районе бывают сильные бури, погода в это время года неблагоприятная. Мы полетим здесь, прямо вдоль побережья, и скоро будем в Ванкувере. Да, сэр. Давайте. В 1919 году Боингу пришла в голову новая идея. Используя самолеты, можно ускорить доставку почты и сделать ее более эффективной. Боинг видит новые возможности для своей молодой компании. Он планирует совершить прямой перелет через канадскую границу в Ванкувер. Вернувшись в Сиэтл, Уильям Боинг празднует свой триумф. Люди по сей день восхищаются его подвигом первопроходца. Пилот-любитель Эдисон Пембертон с юных лет проявляет пылкий интерес к истокам почтовой авиации. Я потратил 28 лет на осуществление своей мечты. 18 лет ушло на то, чтобы найти самолет, еще 8 лет на его восстановление. И вот теперь я учусь им управлять. Так что это проверенная временем мечта. Эдисон Пембертон нашел обломки самолета более чем через 70 лет после его крушения. Он не пролетал еще и 5 недель, когда разбился 2 октября 1928 года. Он врезался в гору в Южном Орегоне и пролежал там 72 года. Самолет перевозил алмазы. На борту был всего один пассажир, который погиб, а пилоту удалось выжить. Его нашли только в 1990-е и в 2000 году перевезли в Спокан на реставрацию. Я сажусь в кабину, в которой многие рычаги управления остались еще с тех времен. Пилот прикасался к ним в день аварии. Мне кажется, что я воскрешаю саму историю. Мне нравится испытывать те же чувства, которые переполняли первых авиапочтальонов и пилотов гражданской авиации. И я могу это сделать. Я думаю, это недостающее звено в истории авиации США. Мне нравятся старинные самолеты из-за их особого характера, неповторимости. Возможность управлять таким самолетом сама по себе уникальна. Когда летишь на этом самолете вдали от городов, ничто не указывает на время, и вполне можно представить, что сейчас 1928 год. Путешествуя на старинной машине, вы все равно едете по современной дороге. Старинный же самолет вдали от цивилизации возвращает вас в прошлое, как настоящая машина времени. В 1927 году у Боинга и его конкурентов появляются шансы сделать свой бизнес прибыльным. Одним из самых значимых шагов Билла Боинга, который, по сути, и вывел его бизнес на государственный уровень, было решение получить контракт на доставку почты самолетом, который Почта Соединенных Штатов выдвинула на конкурс. Рабочие Боинга принимаются за дело. Они хотят построить лучший самолет из всех существующих. Его назовут «Модель 40». Чтобы выиграть этот контракт, было необходимо построить самолет, который превзошел бы всех конкурентов. «Модель 40»
становится принципиально новым самолетом на зависть всем соперникам Боинга. Самолет обошел всех конкурентов, и это было ключевым фактором успеха. Мистер Боинг выиграл самый крупный контракт на доставку почты из Сан-Франциско в Чикаго. Момент триумфа и революции. Возникла совершенно новая концепция авиации — одновременная перевозка почты и пассажиров. Впервые в стране люди, грузы и почта перевозились по одному маршруту. Длина пути составляла более 3000 километров от Сан-Франциско до Чикаго. Всего через год Боинг уже является лидером в новой отрасли почтовых и пассажирских перевозок. Ему принадлежит 30% американского рынка. Авиакомпания Boeing успешно строила военные самолеты, но никогда раньше не занималась коммерческими перевозками. С появлением этого самолета для компании Boeing началась эпоха гражданской авиации. По существовавшим правилам, почта имела первостепенное значение. И если ее было много, пассажиров высаживали. Но именно перевозка пассажиров приносила доход уже в первый год. Довольно необычно начать какое-то дело с нуля и сделать его доходным в первый же год. Зимой приходилось нелегко. Есть замечательные фотографии пилотов, сидящих в кожаных куртках с заиндевевшими лицами. Им, наверное, приходилось несладко, но они делали очень нужное дело. Вскоре личная жизнь Уильяма Боинга тоже наладилась. Он познакомился с Бертой Паршелл, и вскоре они поженились. С тех пор они почти не расставались. Уильям сделал своей любимой подарок — яхту под названием «Таканит», названную в честь железной руды, которую когда-то нашел его отец и которая принесла семье богатство. Внезапно «Черная пятница» прерывает череду успехов. Тысячи людей теряют работу и сбережения во время экономического кризиса. Народ ополчается против Боинга и других преуспевающих авиапочтовых компаний. И даже в самые тяжелые дни экономической депрессии у авиакомпаний дела шли очень хорошо, и они оставались на плаву. Это не могло не привлечь внимание политиков в Вашингтоне. В феврале 1934 года Уильяма Боинга вызывают на судебное разбирательство. «Мистер Боинг? Мистер Боинг, правда ли, что в 1916 году вы основали авиакомпанию Боинг в Сиэтле, штат Вашингтон?» «Да, сэр, это так. А в 1927 году вы...» Боинга обвиняют в получении контракта путем тайных сделок. Правительство аннулирует все контракты. В будущем они хотят национализировать маршруты. Ваша компания стала монополистом. Боинг отчаянно пытается опровергнуть этот факт. В одном из журналов это заседание описывается как инквизиция. «Сэр, я не создавал монополию и никого не обманывал. Я просто предвидел, что надо лишь перетерпеть тяжелые времена и потери на начальном этапе и смотреть далеко вперед. Единственное, в чем я виноват, это в создании успешной компании. Вот и все». Слушания были очень несправедливыми. Их интересовали не факты, а выводы, которые они сделали еще до процесса. По своей сути, это была политическая вендетта. «Мистер Боинг, сэр! Сэр! Мистер Боинг!» Уильям Боинг многое предвидел. Но теперь он глубоко сожалеет, что вообще занялся авиационным делом, так сильно ранено его чувства.
Все обвинения были сняты, но ему была противна сама мысль, что с ним так обошлись. Особенно учитывая, что Билл Боинг был образцовым джентльменом, человеком слова, а в бизнесе придерживался принципов честности, открытости и порядочности. Когда эти его качества подверглись сомнению, он воспринял это как оскорбление и был так задет, что продал свою долю в компании и навсегда покинул бизнес. Уильям Боинг с тяжелым сердцем уходит из компании, которую сам основал 18 лет назад и привел к процветанию. Он много времени проводит с Бертой на яхте «Таканит» у побережья Канады. Читая вахтенный журнал, мы видим, что они много времени проводили за рыбалкой в тех местах. Яхта стала их домом, куда они даже приглашали гостей. Думаю, это было все равно, что уехать всей семьей на лето в загородный дом. Затем, в сентябре 1956 года, за 2 дня до 75-летия Уильяма Боинга, на яхте вдруг стало тихо. Я сейчас читаю вахтенный бортовой журнал. Вот эта запись от 28 сентября 1956 года гласит: «С искренним сожалением я фиксирую время смерти владельца яхты, мистера Уильяма Боинга, скончавшегося в 13 часов 8 минут от острова тромбоза. Подпись: Перт Макентайр, капитан». Уильям Боинг. Движущей силой для него была его увлеченность полетами. Именно страсть, а вовсе не жажда наживы, стала его ключом к успеху. Фильм к показу подготовлен компанией SDI Media. Перевод Евгении Лаверычевой, текст читал Юрий Большаков.